Очень важно говорить близким людям, как сильно мы их ценим, ценить каждую минуту, проведенную с семьей и любимыми людьми. В конце концов, когда их не будет рядом, все, что останется, это воспоминания о годах, счастливо прожитых вместе. Это трогательная и проникновенная история, которая заставляет нас больше ценить наших близких, произошла в популярном американском бургере In-N-Out Burger. Официанты таких заведений могут многое рассказать о людях, потому что им приходится иметь дело с очень разными посетителями. Но вряд ли вы когда-либо слышали что-то настолько трогательное и согревающее сердце. Однажды официантка, работающая в компании общественного питания, увидела странную картину. В холле был пожилой мужчина, который обедал в одиночестве. В то же время у него на столе лежала фотография женщины. Рамка находилась прямо напротив обедающего, так что он мог видеть изображение. Казалось, что посетитель таким образом делит свою трапезу с любимым человеком. Конечно, официантка просто не могла не обратить внимания на пожилого мужчину с фотографией. Ей очень хотелось спросить мужчину о том, кто была эта женщина, застывшая в кадре. И официантка тоже подумала, что могла бы скрасить одиночество пожилого посетителя приятной беседой. Вот только сотрудница закусочной даже представить себе не могла, насколько увлекательно будет общаться с необычным посетителем. Позже официантка опубликовала в своей социальной сети историю о пожилом мужчине, ужинающем с фотографией. И публикация стала безумно популярной, она буквально появилась в интернете. Итак, вот что мужчина сказал официантке, которая присоединилась к его обеду. Оказалось, что женщина на фотографии – покойная жена пожилого посетителя заведения. Они познакомились в своей далекой юности, когда им обоим было всего по 17 лет. Девушка и парень влюбились друг в друга, но им пришлось расстаться из-за начавшейся войны. Молодой человек ушел на фронт, а семья американки переехала в другой город. Так влюбленные потеряли друг друга из виду. Мужчина прошел всю войну с мыслью о своей возлюбленной, а когда вернулся домой, решил найти ее во что бы то ни стало. И он потратил на это 10 лет. Только представьте, мужчина все это время был верен своей женщине, он ни с кем не встречался. Окружающие крутили пальцем у виска, но влюбленный знал, что найдет свою красавицу. Вот что он сказал официантке: «Я был без ума, безумно влюблен». И вот однажды мужчина поехал в другой город Калифорнии и решил посетить парикмахерскую. Он рассказал мастеру о девушке, которую искал 10 лет. Парикмахер немедленно ушел, чтобы позвонить по телефону. В это просто невозможно поверить, но оказалось, что он позвонил своей дочери, и эта девушка оказалась той самой любовью нашего героя. И что самое удивительное, она тоже искала парня, с которым ей пришлось расстаться из-за войны. И эта девушка была одинока все эти годы, совсем как наш герой. Мужчина сразу же сделал предложение своей единственной, они поженились. Любители радости прожили вместе 55 лет. И, конечно же, смерть его жены стала настоящим горем и невосполнимой потерей для ее мужа. С тех пор прошло несколько лет, но мужчина продолжает отмечать дни рождения умерших возлюбленных, их юбилеи. Он носит с собой фотографию своей жены, чтобы не чувствовать себя одиноким. А также целует ее изображение по ночам. А если он путешествует, то фотографируется вместе с фотографией своей возлюбленной в рамке. Официантка рассказала обо всем этом в своем посте, который вызвал бурю эмоций у читателей. Эта история буквально вернула веру в настоящую любовь многим пользователям. Официантка закончила свой пост некоторыми высказываниями мужчины, которые показались ей самыми важными и мудрыми, несмотря на кажущуюся простоту. «Я был очень богатым человеком. Не деньгами, а любовью. У меня никогда не было ни одной ссоры с моей женой, но у нас было много споров. Люди подобны свечам. В любой момент человека может унести ветром, так что наслаждайтесь светом, пока он у вас есть». Официантка закончила свой пост призывом поговорить со старейшинами, потому что они могут поделиться с вами очень мудрыми словами. Нам кажется, что мы скрашиваем их одиночество, но на самом деле пожилые люди могут значительно обогатить нас более вдумчивым и глубоким пониманием мира и отношений между людьми.